Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, какие целебные травы я решила заготовить на эту зиму, для чего их заготавливаю. Очень долго я жила с мыслью, что когда-нибудь у меня будет свой собственный дом, и я буду собирать целебные травы. И вот этот момент настал. В прошлом году, когда я заехала в дом, первое, что я обнаружила, это иван-чай прямо напротив своего дома. И в этом году я не упустила момент его собрать. Иван-чай обычно поспевает в конце июня, начале июля. Как раз это период его активного цветения. Я собираю как листочки, так и цветы. Когда я жила в городе, я выезжала на велосипеде за город, чтобы его пособирать. И обычно я его ферментировала, скручивая в руках. Но на этот раз я запаслась очень красивой резной доской специально для скручивания иван-чая. Вот так вот она выглядит, очень красивая. Очень люблю такие штучки из дерева разные. В общем, я решила скручивать иван-чай на такой доске, поскольку руками, когда его скручиваешь, очень сильно болят потом ладони. Да и много чая не заготовишь только одними руками, поэтому вот такая дощечка будет мне вспомогательным инструментом. А ферментировать его через мясорубку я совсем не хочу, потому что иван-чай окисляется об металл. Поэтому я решила заготавливать на деревянной доске его. Так иван-чай сохранит свои целебные свойства и по вкусу, и по аромату будет совершенно другим. О целебных свойствах иван-чая написано в интернете немало, но я вам расскажу интересную историю о нем, которая меня очень сильно впечатлила. Во времена Великой Отечественной войны Гитлер приказал уничтожить особый стратегический объект, который находился в Москве. Это был завод по заготовке иван-чая. Дело в том, что иван-чай славился своими восстановительными свойствами среди раненых советских солдат. К сожалению, после того, как был разрушен вот этот завод, был утерян особый старинный рецепт по заготовке иван-чая, после которого он обладал особыми восстанавливающими свойствами для раненых. Но, тем не менее, традиции заготовления иван-чая живут и по сей день в нашем современном мире. Да и что говорить, я люблю иван-чай больше, чем обычный цейлонский, вот этот индийский чай. Итак, я насобирала целый пакет озоновский этого чая. Его я оставлю закрытым на сутки, чтобы туда не проникал воздух. Я его плотненько так закрою и оставлю подвяливаться. А сами цветы иван-чая я оставлю сушиться в темном прохладном месте. Их потом я смешаю с ферментированными засушенными листьями иван-чая. И получится такой очень красивый чайный набор. Ну а с листьями мне предстоит еще работа. После того, как они подвялились сутки в пакете, плотные, закрытые, я буду скручивать их на вот таком вот круге. Честно говоря, я пересмотрела очень много видео, как скручивает иван-чай на деревянном круге. Скручивают его и с помощью какой-нибудь посудины, типа эмалированные кружки, и также вручную. Но, честно говоря, мне не понравилось с помощью посуды его скручивать. Он постоянно сыпется на пол, вываливается и, честно говоря, не очень хорошо скручивается. А вот вручную он намного лучше ферментируется, очень быстро дает сок и не вываливается за пределы круга. Посмотрите, какая хорошенькая скруточка получилась. В общем, вручную мне понравилось намного больше его ферментировать, так гораздо удобнее. И да, я специально вышла на улицу, чтобы не сыпался мусор на пол в доме. Ну и вот, посмотрите, как много сока дали листья после того, как я их скрутила вручную. Конечно, испачкала руки, конечно, испачкала круг, но он для этого и предназначен, а руки потом легко отмылись.
Забегая вперед, хочу сказать, что после того, как он постоял, побродил, после такой ферментации, аромат от него стоял просто восхитительный. Не сравнить с тем ароматом, когда я скручивала листья просто между ладонями. Ну и вот такая вот кастрюлька у меня получилась скрученных листьев иван-чая из целого озоновского пакета. Эту кастрюльку я оставлю еще на сутки подвяливаться, побродить, закрою крышкой и оставлю в каком-нибудь теплом месте. И после того, как он подвялился в кастрюльке сутки еще, я его разложила на подносы сушиться. Сушить в какой-нибудь духовке я его принципиально не хочу. Сохнет он у меня в естественной среде, в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. И, честно говоря, аромат стоит просто бомбический. Такой вот карамельно-цветочный какой-то, я даже описать не могу. Очень мне понравилась ферментация на деревянном круге. Однозначно я рекомендую. В предыдущем видео на велопрогулке вы, наверное, видели, как я обнаружила целое поле зверобоя. Его я тоже решила засушить на зиму. Зверобой обладает желчегонными свойствами, а также действует как антидепрессант, как антистрессор. Однако у этой травки есть также много противопоказаний. Я рекомендую вам с ними ознакомиться. Например, зверобой усиливает фоточувствительность кожи, поэтому после того, как вы выпили отвар зверобоя, не рекомендуется загорать, можно сгореть. Но лично я буду пить эту травку исключительно зимой. И скорее всего я буду смешивать зверобой с другими целебными травами, например, с иван-чаем, как вариант. Кстати, напишите в комментариях, для чего вы сушите зверобой. Для чего вы вообще его используете, если вы его сушите? И вообще поделитесь, какие травы вы заготавливаете на зиму. Мне тоже будет очень интересно почитать вот такие комментарии. В общем, я собрала огромный букет зверобоя и буду сушить его на чердаке. Там идеальное место для засушки трав. Кстати, напишите также, где и как вы сушите травы. Ну а пока я собираю травы, ко мне пришел помогать собирать их Васек. И Васек, как всегда, морально меня поддерживает. Также на зиму я решила засушить крапивы. Крапиву я завариваю в бане и полощу ей волосы. Волосы после этого просто невероятные, шелковистые. И даже я заметила, после того, как я очень часто стала полоскать крапивые волосы, у меня стала пропадать седина. Ну а Васек не отходит от меня ни на минуту, ходит по саду везде за мной и ласкается. В общем, вот такой огромный букет крапивы я насобирала. Возможно, еще дополнительно буду собирать. Это, наверное, еще не все. Посмотрим. А вот в мае я тоже сушила крапиву, но уже майскую, да, такую молоденькую. Майская крапива пойдет у меня на прием внутрь. Я буду делать из нее супы, буду добавлять ее в чай. В общем, буду майскую крапиву принимать внутрь. Вот это вот более позднее пойдет у меня на отвары, которыми я буду полоскаться в бане. И, может быть, даже как веник в бане тоже можно его будет использовать. А еще на зиму я насобирала листьев смородины и малины, но их сушить я не буду. Мне тут в комментариях подсказали, что их просто можно заморозить, и от этого они будут намного-намного вкуснее и ароматнее, когда их будешь заваривать в чае. Вот вам лайфхак. Можно заморозить листья смородины и малины. Кстати, для заморозки я буду использовать вот такие вот zip-пакеты. Здесь у меня листья черной смородины, да, вот здесь листья малины. Также я наморозила очень много ягод полевых и клубнички уже. И планирую также заморозить шпинат. Как я уже сказала, зверобой и крапиву я собираюсь сушить на чердаке. Также я насобирала немножко ромашки, но тут я немного ошиблась, она оказалась не лекарственной. Вот, поэтому я буду еще искать лекарственную ромашку.
Ну, насушу на всякий случай, пусть будет и обычная ромашка сушеная. А еще на чердаке у меня есть осиное гнездо. Вот так вот оно выглядит. И вот вам вид с моего чердака на соседский дом. Тоже очень красиво. Возможно, я когда-то здесь сделаю окно. Ну а пока я здесь сушу травки. А еще, если вы смотрели мое предыдущее видео, вы, наверное, заметили, что я насобирала также цвет липы и насушила его. Аромат от нее стоит потрясающий. Буду добавлять зимой ее в чай. А пока засушенную липу сложу в такую вот жестяную баночку для чая. Вот из-под чая у меня осталась жестяная банка, как раз для хранения сушеных трав. Кстати, если у вас из-под чая остаются вот такие баночки жестяные, не выкидывайте их, они вам пригодятся для сухих трав. Иду смотреть, что у меня тут растет. Смотрите, перышко затесалось в рукколе. Какая-то птичка обронила перо. Вот, значит, у меня морковочка сходит, уже подрастает. Руккола, кстати, очень вкусная. Я люблю в салат ее добавлять. Такой аромат придает. Еще в этом году я посадила очень много шпината. Смотрите, у меня целая его плантация. Буду замораживать на зиму шпинат. Также у меня есть 2 ряда базилика. Тоже он подрастает. Скоро буду его тоже, скорее всего, замораживать на зиму. Ну, вот это цветная капуста и капуста брокколи. Не знаю, вырастет, не вырастет, посмотрим. Еще меня очень радуют помидоры. Прям, смотрите, очень много их. Очень прям все усеяно помидорами. Вот эти вот сливовидные, маленькие. Вот видите, какие. А есть прям огромные. Есть прям очень огромные помидоры. Вот, смотрите. Вот эта помидорина очень огромная выросла. Больше моей ладони. Еще начал созревать потихоньку перчик. Смотрите. Вот, смотрите, уже такой вот маленький. Вот тут вот завязи. Цветет он уже. И Мася тут бесится. Масюта, ты чё бесенякаешься? Жарко тебе, да? Домой пойдем, да? Еще у меня подрастают огурчики. Посмотрите, уже какие большие. Вот. Вот. Здесь вон цветут активно. Вот. Вот. Листья вот градом побило. А вот здесь, смотрите, какой большой перчик уже. Вот он. Вот перчик еще. В общем, перец у меня будет в этом году, будет много помидорков разных сортов. Вот эта свекла подрастает потихоньку. Ну, я так хаотично посеяла. Горох. Уже, смотрите, уже начинают стручки набухать. Уже растут горошины. Скоро можно будет его кушать. Этот, по-моему, даже уже можно съесть. Кстати, такой урожай у меня растет благодаря тому, что я каждый день поливаю. Сейчас у нас стоит огромная жара, до плюс 33 градусов доходит, поэтому я уже затискала свой шланг поливочный. Дошло до того, что он порвался и начал сифонить. Вот так он перегибается очень сильно. Смотрите, вот какой перегиб. Там застревает вода, и он начинает рваться от напора воды просто. Но я не сильно расстроилась, потому что мне подарили новый, гораздо лучший. Хочу им похвастаться. Вот такой вот он армированный, трехслойный, очень плотный, не скручивается, не перегибается. Им очень удобно поливать. Я просто в восторге от этого шланга, если честно. Он экономит мне кучу времени, не приходится его постоянно поправлять, расправлять, раскручивать. В общем, всем рекомендую, ссылку на него я оставлю под этим видео. Кстати, мой племяш тоже заценил этот шланг. Посмотрите, как он радуется водным процедурам из него. Давай, бегай. Кепку-то сними. Ребятишки, веселухи. Красота. Можно просто так постоять. Голову помыть можно.
Ну вот, пожалуй, и все. Всех благодарю за внимание, друзья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.